Привет. Я прохожу по E2 довольно размеренно. Вот добрался до 86 уровня, до Т14 карт. И у меня довольно закономерно встал вопрос о прохождении 4-го Вознесения. О том, какие проблемы у меня возникли при этом прохождении и, собственно, успешное свое прохождение я покажу в этом видео. Погнали. Сначала я выбил испытание хаоса. Там было написано, что мне дадут очки восхождения, если я пройду секретное испытание в конце. Это было логичным, потому что второе испытание тоже было хаоса. Я решил, что так и будет. И вот я прошел его, выбил награды и обнаружил, что в финальное испытание войти не могу. Так, и чё? А где... Я очки-то получил? Нет. Подожди. Мне надо 3 фрагмента еще, что ли, чтобы сюда попасть? Какого хрена? Далее я нашел высокоуровневую Барию Джина, ну или испытание Сихем, на которой тоже было написано, что я получу очки восхождения за прохождение этого испытания. И вот я довольный собираюсь пойти в это испытание. Тут надо сделать небольшую оговорочку. У меня довольно неплохие реликвии, я имею много сопротивления чести и других всяких прикольных бонусов. Плюс к боссу я почти всегда приходил, ну, с офигенными бафами, благословлениями, да. То есть, возможно, ты в своем прохождении не сможешь кататься лицом по боссу, как я. Но по ощущениям, все-таки он наносит не очень много урона. А я расскажу именно о тех моментах, которые меня все равно убили на этом боссе. То есть самых опасных. Прошел я его, кстати, с 3-й попытки. Давай разберем теперь опасности, которые привели к моим первым смертям. Опять хп не фул, блин. И чё? Вторая фаза типа Д. Мне надо эти штуки собрать, да? Блин. Надеюсь, ты меня не убьешь? Да ты серьезно? Он меня просто убил ваншотом. These sands of time wait for no one. Вроде успел. Ай! Ты чё? Что это было? Я, короче, понял, в чем фишка. Вот эти вот штуки, которые он юзает типа на землю, они на самом деле бьют как снаряды, похоже. И я подошел в упор, и они меня ударили все, а у меня каждые 5% поднимает из-за проклятия. Правильно ведь? Да. 5% при нанесении удара. Ну, это жесть. Impressive Endurance. Ну что, третья попытка, босс. 23 тысячи чести. 11 тысяч энергощита. Вроде сетап как бы рабочий. Come, Eljali. I shall enact your fate. Итак, резюмируя по боссу 4-го этажа, Сороку Вечному. Во-первых, он наносит крайне мало урона сам по себе. Особенно если у вас защищенный персонаж, а не стеклопушка. Но имея с реликвией 75% Honor Resistance, я не почувствовал совершенно никаких проблем. Но я все-таки суммонер, я стою далеко, заранее вижу летящие в меня атаки и могу сконцентрироваться на уклонении, а не на нанесении урона боссу. Возможно, милишнику будет чуть сложнее, имейте в виду. Далее, очень важно, фаза с собиранием столбиков убивает, если ее завалить. Поэтому пока время остановлено, а столбики уже видно, спланируйте маршрут. И как только персонаж сможет двигаться, сразу бегите по нему. Тут также желательно иметь
бафы на скорость передвижения. Мне хватило просто 30% мувспида на тапках. Если у вас нет 30% мувспида, возможно, может помочь какой-нибудь скилл для перемещения. Типа шилдчарджа или блинка. Возможно, также хорошим бонусом будет иметь скорость передвижения с Блесса. Именно с механики, да? Испытания Сихем. Ну и третье, нужно опасаться проклятий, которые могут повлиять на битву с боссом. Опять же, в первую очередь, это замедление персонажа, потому что вы можете не успеть собрать все столбики из-за этого замедления. И, как я показал, нанесение 5% здоровья, маны и энергощита очень неприятно, если вы попадаете под атаку по земле с кучей маленьких ударов. Ну, в целом, босс, кроме вот этих вот неожиданных приколов, показался не особо сложным. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайк, если вам помогло это видео. Пока. Блин, заморозился. Вроде пофигу. Опять заморозился, но е-моё. Теперь же пофигу просто его весь урон. Но если бы не мгновенные убийства, он бы вообще ничего не делал. Ну, мана, фласка кончилась, блин. Опять, да? А лево вот так по часовой. Оп, успел. Ну давай, брат. Ну давай. Ну давай. Ну давай. А ё-моё, хватит уже. This only ends one way. Третьей попытки. Мы этого урода что уделали? Просто босс, который не наносит урона, он мне снял 1700, хотя я лицом по нему катался. Но он 2 раза меня победил. Ну какой же абсурд. Ну кто это придумал? Это же просто мерзко.